есть, если описать суть нашей работы, это то, что мы создаем ситуацию, в которой люди, не имеющие большого вокального опыта или испытывающие дискомфорт в этой сфере, могут раскрыться и почувствовать удовольствие, физическое удовольствие от звучания своего голоса. Для меня школа наша началась с названия, то есть радость, звучание, которое пришло в какой-то момент, говорит о многом. То есть радость появляется тогда у человека, когда он расслаблен, когда он отпустил все, да, появилось что-то новое, какое-то ощущение в теле, да, какое-то другое, иное. Или ты получил что-то такое, что ты давно хотел и не получал. Мы нашли методику, у нас есть методы, которые действительно работают, они эффективны к тому, чтобы этого добиться, что люди, придя с улицы, буквально через 30 минут уже ощущают свою вибрацию. И это волшебное совершенно наблюдение. Вот классное наше занятие тем, что с первого раза человек может уже начать звучать. То есть, когда я ходила в школу эстрадного пения, я там начала петь спустя много месяцев. То есть я должна была выучить правильно песню и потом там уже на сцене ее показать. То у нас на первом вот этом ознакомительном занятии, мы их называем встречи, радость звучания. Человек может прийти, посмотреть, как мы это предлагаем делать, да, какие упражнения мы используем, и на себе попробовать, работает это или нет. То, что мы пытаемся делать, это переключить фокус со снаружи на вовнутрь, чтобы внимание было не на том, как завоевать себе что-то снаружи от других людей, а чтобы наполнить себя вибрацией, наполнить себя своим голосом, чтобы вернуться к своему звучанию. Да, вот это первично. Мы приглашаем в то, чтобы почувствовать какую-то свою внутреннюю вибрацию, да, свой внутренний звук, найти свой звук. Попробовать расслабиться, да, наверное, вот это ключевое слово. То есть попробовать расслабиться в том, что я знаю, и сделать то, что я бы хотела или хотел. И, соответственно, у нас это намного веселее, проще и гармоничнее, если слушать наших студентов. Потому что нету давления и нету целеполагания, соответствия ожиданиям людей. Потому что если мы стремимся на сцену, мы невольно вступаем в конкуренцию с самыми одаренными на планете Земля людьми, которые с рождения, с 2 лет поют так, что сколько ни учись, не запоешь. Вот, поэтому вот этот механизм сравнения себя с кем-то другим, он для многих становится мотивирующим, но для очень многих разрушающим. И мы хотим предоставить возможность тем людям, которые не хотят двигаться в сторону достигательства и достижения каких-то результатов вокальных, каких-то конкурсов, побеждения конкурсов, наград и медалей, но те, кто хочет, чувствует, что через голос можно прийти к полному ощущению жизни, к гармонии с собой. И вот чем мне нравится наше занятие, тем, что мы предлагаем человеку петь, даже не петь, а звучать так, как ты можешь, да, так, как ты можешь реально, потому что даже если ты хочешь запеть как-то там, как Дэвид Боуи, ну не получится, не получится. Вот, поэтому это будет подражательство, это будет немножко не то. А когда мы слушаем себя, и мы учимся слушать себя, мы учимся настраиваться на свою вибрацию, на свой голос, получается, что это абсолютно противоположная как бы школа у нас. Будь собой, делай, что хочешь, и будешь счастлив, и радость будет с тобой пребывать. Вот. В этом и есть большое отличие. Поэтому, возможно, это не для всех. То есть тот, кто хочет научиться петь и быть звездой, то, может быть, это путь не к нам. Наша школа и наши занятия – это для тех, у кого нет этой возможности попеть где-то, да, или зажато горло, или там сложности даже с выражением. То есть к нам приходят те, кто говорят, мне вот просто сложно достучаться до людей, то есть меня не слышат. И тогда мы начинаем искать способ, как.
потому что не обязательно говорить громко для того, чтобы тебя услышали. Да? То есть такая вибрация, даже такой тон низкий, тихий, но тебя слышит. Мы ищем вот эти пути. Есть разные, конечно, запросы. Чаще всего встречается запрос, что мне не нравится мой голос. Да, сейчас в эпоху голосовых сообщений очень легко услышать запись своего голоса. То, что раньше, может быть, было не так часто удавалось пережить. Вот, и люди вдруг ощущают, что мне не нравится свой голос, и это не самое лучшее из ощущений. Вот, и они пытаются, некоторые из них пытаются с этим что-то сделать, и они приходят к нам. Это один из запросов. Другой запрос, что люди чувствуют, что хотели бы петь, например, им запрещают петь. Они в детстве помнят, что было здорово петь, потом что-то их заблокировало, что-то запрет родителей, например, или еще какие-то обстоятельства, например, много людей в квартире и не хочется беспокоить, и других возможностей нет. То есть такие люди. Бывает запрос, что человек чувствует, что не попадает в ноты, например, и хотелось бы вместе подпевать каким-то песням, то есть испытывает дискомфорт от того, что нечто, что кажется врожденным качеством любого, врожденным умением любого, что-то здесь сбито, да, какой-то механизм разрушен. И они хотят восстановить свой навык попадания в ноты, повторения мелодий. Там, если птичка может повторить мелодию, то почему я не могу ее повторить, почему я не попадаю в ноты? И это возможно, это через несколько занятий, бывает, что достаточно одного занятия, бывает, что серия занятий нужна, но это возможно. То есть не бывает такого, что человек не может вообще никогда попадать в ноты, и это утрачено навсегда. Бывает, конечно, какой-нибудь там гвоздь в голове, такое бывает. Ну, очень классно, конечно, послушать людей, которые об этом говорят. Вот. Но мы часто собираем обратную связь, то есть после занятий с нами люди делятся, что с ними происходит в момент этих занятий, что с ними происходит потом. И вот один из ярких — это вот то, что мне стало легче говорить тосты, мне стало легче общаться с друзьями. Теперь я больше не боюсь петь, я начала вообще везде и всюду подпевать. То есть происходит какое-то раскрепощение, и самое, на мой взгляд, главное — это то, что вот нам говорили, что я записываю себя на телефон или на видео даже, и мне не стыдно, и мне не страшно. Вот, и это очень важно. То есть человек начинает любить свой голос, начинает любить себя, принимать себя, да, и вот это такой очень важный момент. Мы как бы создаем ситуацию. Да? И очень много зависит от самого человека. То есть мы предлагаем какие-то инструменты, которые пришедший может использовать. То, насколько он или она открыты этим инструментам, то, насколько он или она готовы идти в процесс, от этого зависит сильно, насколько будет густым это ощущение гармонии внутренней, да, насколько это... И опять же, это очень сильно зависит от того состояния, в котором человек приходит, изначальное состояние. То есть ситуация очень индивидуальна. Но в большинстве случаев то, что мы наблюдали буквально на первом занятии, уже есть что-то, то есть какой-то луч света начинает пробиваться через тину. Тот луч, который дает людям ощущение, что это то, что мне нравится, то, что я хочу делать, то, куда я хочу двигаться. Я хочу заниматься, я хочу петь и могу петь. То есть вот это самое главное. У нас большое количество нами сочиненных распевок, песен. Нам приятно и радостно каждый раз сочинять что-то новое. И у нас уже больше 20 или 30 даже песен, которые мы придумываем специально для наших занятий радозвучания. Это действительно радостно. Чувствовать свой голос, чувствовать свою вибрацию, чувствовать себя таким, какой я есть. Такой, какая я есть. Поэтому попробуйте, приходите или на наши встречи, или на тренинги, которые мы делаем периодически, или на индивидуальные занятия. Для тех, кто хочет идти глубже, на индивидуальных занятиях мы можем настроить наш метод
индивидуально под особенности каждого. Ведь у каждого совершенно свои какие-то есть нюансы, своя жизненная история, свои физические способности. Исходя из этого, из того, что мы видим, мы можем предлагать какие-то упражнения, помогающие конкретному человеку. Так что приходите, мы будем очень рады разделить это пространство звука, звучания, радость звучания.